Друзья мои, приветствую вас на своем канале. Посмотрите, какой цвет у меня приобрела Леодора со временем в домашнем цветении. Она стала какая-то более лимонная, более желтая. Девочки, это ее цветонос, домашнее цветение, я вам показывала уже не один раз. Она у меня долго не цвела, потом была пересажена в один только мох. И вот, наконец-то, я дождалась. Раз, два, три, 4 бутончика. Вот такой необычный стал раскрас. Выжелтение такое произошло, видите? И сегодня открылся вот здесь новый бутончик. Сейчас я разверну аккуратно. Вот. Небольшой. Меньше, чем предыдущий, но я думаю, это пока. Наверное, он нарастит свой объем. И сейчас немножко прохладно. Видимо, это сказалось на размере. Хотя я думаю, что еще он подрастет, этот цветочек. И вот у нас еще есть бутончик, девчонки. Посмотрите, какая гутация у нее идет. Высокая влажность в квартире. И вот так на цветоносе происходит процесс гутации, выделения влаги. Роса по-нашему. Причем она круглый день, эта роса. На листьях нету ничего. Только вот на цветоносе. Вот тыльная сторона цветочка. Я думаю, у многих сейчас есть Леодора. Обалденно пахнет. Вы все знаете, Леодора, находясь в помещении, заполняет своим ароматом все пространство. Удивительный фаленопсис. Очень плотные. Даже, я бы сказала, такие, знаете, пластмассовые цветочки. Цветочки из пластмасс. Но была совершенно другой в самом начале цветения. Я вам вставлю фотографии, какой она была в начале. Ну, абсолютно видоизменился цвет. И причем, вот знаете, за пару дней, как-то я смотрю, она раз, и моя Леодора превратилась в какой-то лимончелло. Вот такая вот интересная красотка. Но, видимо, сказывается возраст ее цветения, возраст, ну, цветка. Цветет уже, девочки, много месяцев. Месяца 3, наверное, цветет. Но от этого, от того, что она потеряла немножко в окрасе, она не теряет свою привлекательность. А это малявка, козявка. Ну вот такой она была. Ну, конечно, даже, мне кажется, более яркой, более крупные первые бутоны были. Суперская. Вы знаете, как только раскрывается бутон, первые 2-3 дня вообще нет никакого аромата. Я, знаете, даже напряглась, потому что я как бы знаю, что Леодора ароматит очень сильно. И вот когда раскрылись вот эти первые 2 бутончика на цветоносе, я ходила постоянно, пыталась уловить аромат, но его не было. И я даже подумала, что случилось, что, почему? Ну нет, через пару дней, дня 3-4 прошло, она начала сильно ароматить. Заходишь в комнату, вот сейчас такого нет. Вот она уже отцветает, видимо. Она уже так не ароматит. А то было, заходишь в комнату, и этот аромат такой, знаете, ну, необычный, приятный аромат, парфюмерный. Не то чтобы это нет, это не фрукты, это не сладости, это именно парфюмерный аромат, аромат цветов, специй. Вот так мне кажется. Потому что есть ароматы более фруктовые, а это более, больше, знаете, специи присутствуют. Более такой, знаете, взрослый аромат. Аромат для взрослых, девочки. Такая красотка, вот так она со временем меняет свой цвет. Я хотела с вами поделиться. Напишите, как у вас происходит, как она у вас цветет. Вот мы держим цветонос. И вот еще мы ждем вот этот вот бутончик.
Но очень долгий процесс наращивания и раскрытия бутонов. Вот я наблюдаю на своей Леодоре в своих, девочки, условиях. Всегда подчеркиваю в своих. Потому что все-таки на цветение орхидей, на их рост очень сильно влияют внешние источники. И свет, и температурный режим, и содержание влаги в атмосфере. Это все влияет на темпы развития, на результат на выходе, так скажем. Ну вот, знаете, ой, за несколько лет после того, как я ее приобрела, я вот впервые получила этот кайф от наблюдения за этим фаленопсисом. Это просто замечательный фаленопсис. Мне кажется, что интереснее есть гибриды, но вот Леодора, как говорится, must have у каждого орхолюбителя. Ну, это мое такое впечатление, мое такое мнение. Девчонки, вот она дала, я вам, наверное, уже не раз показывала детку пристволовую. Видите? Вот детка. Вот это ее два листика. Один вот такой большой, второй поменьше. Ну, посмотрите, корешки пока не даем. Сидим на мамке. В общем, сидим. Как будет дальше все это дело развиваться, не знаю. Сейчас она пока и корни особо не растит. Ну вот есть кончики. Она у меня, конечно, в такое, знаете, посажена детское ведерко. Я вот думаю, что ж я буду делать. Очень хорошо растет. Но что она учудила? Я вам еще раз покажу это. Ой, зацепилась. Начинаешь вертеть орхидеи на стеллаже, обязательно кого-то зацепишь. Видите, корни повыходили из дренажных, сделанных мною отверстий, и вот так идут вдоль горшка. Вот еще один вышел погулять. И вот они вроде как, они были раскукленные, потом немножечко нам выключили отопление, сейчас закончился сезон отопительный. В квартире стало 17-18, и моментально орхидеи позакукливали корни. Не только она, девчонки. Вот вам и температура. Я не подтапливаю, но зато стало больше влаги. Но вот скажите, как я буду теперь ее пересаживать? Я вообще понятия не имею. Вот как это все? Надо будет как-то распиливать, разрезать горшок. Это очень такой твердый пластик. Да что ж такое? Я цепляюсь постоянно за соседнюю орхидею. Очень твердый пластик, который надо, я не знаю, знаете, как детские ведерки. Надо будет ножовкой, наверное, пилить по металлу. В общем, как-то ж надо будет спасти те корешки. И меня вот очень сильно мне нравится ее гутация. Я даже снимала парочку видео в летние, говорю, еще лето не наступило. В дни солнечные я вам покажу сейчас. Здесь вставлю эти видео. Я показывала эту гутацию. Она меня просто впечатляет. Нравится мне, когда на цветоносах у орхидей вот такие проявления. Не надо их бояться. Это естественные реакции на внешнюю среду у орхидеи. Вот так, девчоночки. Девчонки и мальчишки. Так, расскажите в комментариях. Вот наш максимум сейчас. Раз, два, три, четыре, пятый цветок открылся. И шестой бутончик. Это наш максимум. Расскажите в комментариях про свои грозди орхидейные на Леодоре. Расскажите, какой у вас есть рекорд? Какой у вас максимум по цветению? На что она способна? Сколько она может выдать бутонов? Я видела у девочек там есть такие ого каскадики. Но я очень надеюсь, что когда-то и мы тоже точно так же это увидим. Прям хочется его трогать, смотреть. Замечательный. Вот только-только раскрылся. Совершенно отличается от своих соседушек, которые уже давно цветут. Обалденные. Но все-таки есть чем восторгаться, девчонки. Но пока еще нет аромата. Надеюсь, я скоро услышу именно от этого цветочка. Вы знаете, у меня первое ее цветение было, как только она у меня появилась, на один бутончик. И когда этот бутончик открыл свое личико, цветочек распустился. И этот один цветочек так благоухал, что я еще подумала, а что ж будет, когда
будет много бутонов, и они все будут благоухать. Придется открывать окна, подумала я. Ну вот так, девчонки, видоизменяется в своем цветении Леодора. Все, друзья мои, обнимаю вас, всем мирного неба. До встречи на нашем канале. Полюбуемся еще этой красоткой.